Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! У нас сегодня на обзоре будет вот такой вот замечательный маленький инструмент, то есть мини-болгарочка на бесщеточном двигателе, как заявлено. Приехала в такой вот коробке. Вот, то есть здесь все характеристики. 19500 оборотов холостого хода. Значит, винт М5, который у нас держит диск. Диск у нас внутренний диаметр, посадка 10 мм, 12 вольт аккумулятор, вес с батареей, по-моему, 0,7 кг, то есть 700 грамм. И диск диаметром 76 мм. Ну, здесь уже шумы нам не интересны. Все, открываем, смотрим далее. И нас встречает, друзья, вот такая инструкция. Видите, даже цветная. Все шикарно. Оба. Я даже не заметил сразу, друзья, что у нас в этой инструкции есть вот такая вот штука. То есть все показано, как что разбирается, из чего состоит. Классная вещь, хотя смотреть все эти описания нужно под микроскопом. Так, есть инструкция. Вот, друзья, когда я заказывал, по-моему, там не было указано, что есть такие кружки. Походу, это добрый жест продавца. Хорошие, такие маленькие, на пластике, зачистные кружки. Так, есть у нас зарядное устройство, ребята, с индикатором. То есть зеленый свет заряжено, красный требует зарядки. Ну и с таким, как всегда, как обычно, разъемом. Аккумулятор у нас 12 вольт 2 ампера заявлено. Ну, по поводу 2 ампер не знаю. Хотя, ребята, аккумуляторы от Heimerdinger, по крайней мере, те, которые у меня есть, то есть типа размера Makita, мне очень-очень даже нравятся. Вот так это у нас вставляется и заряжается. Так, с зарядочкой разобрались. Есть в комплекте 4 диска. Один диск, друзья, я уже изрезал такой. Вот, диски 3-дюймовые, то есть 75 миллиметров. И такой вот диск из твердосплавной стали HSS 75 мм на 1 на 10. Я не знаю, вроде как написано было, можно ими резать мягкие металлы. Ну, я не знаю, в будущем попробую. Есть ключик для смены диска, шестигранничек. И вот такая, ребята, у нас болгарка. Больше у нас в коробке ничего нет. Коробочку мы в сторонку отставляем. И давайте смотреть нашу болгарку. Что касаемо дизайна. Видите, дизайн, как всегда, у Хаймера. Очень классный, четкий. Ничем, в принципе, как бы не отличается даже от той же Makita. Ну, если брать большой инструмент. Вот. Бренд у нас Heimerdinger. Что у нас на этой стороне тоже Heimerdinger LB201, 12 вольт. Вот так все это выглядит. Ну, а здесь какая-то на желтом фоне предупреждайка. Вот, вставляем аккумулятор и включаем нашу машинку. Так, стоп, проверю, прикручен ли диск. Смотрите, ребята, давайте уж по ходу и показывать буду. Вот таким движением руки мы вращаем диск, и мы можем уже понять, что у нас стоит реально бесщеточный двигатель. То есть, видите, срабатывают магниты и не дают диску по инерции вращаться. В то время как в щеточном каком-нибудь инструменте, то есть крутанули, и он будет крутиться какое-то время. Здесь же такого нет. Это уже первый признак того, что у нас бесщеточный двигатель. Итак, для того, чтобы у нас диск поменять, вот у нас фиксатор красный. Берем пальцами с двух сторон, обнимаем и вытягиваем его вверх. Ну, немножко подворачивая диск, чтобы как можно больше он вышел вверх. Все, друзья, диск у нас зафиксирован. Немножко поджимаем диск, все от меня поджато. Отпускаем, включаем и работаем. У нас есть 3 индикатора. 3 индикатора. Давайте по индикаторам я вам тоже быстренько расскажу. Я, к сожалению, не помню на память. Смотрите, у нас 3 индикатора зеленых. Это у нас 90-100% заряда. 2 индикатора 30-60. 1 индикатор 10-30 и 1 мигающий это 0-10%. Значит, наша болгарочка оснащена защитой от перегрузок. То есть, что-то мы делаем, круг заклинил. Если мы быстро его
освобождаем, он сам продолжил вращение. Если же он остался в заклиненном положении, то болгарка отключается. Еще плюс, защита от дурака, то есть вытянули мы блокиратор диска, заменили диск, забыли, что мы его утопили обратно, диск у нас заблокирован, ну и погнали что-то там, берем и режем, включаем. Все, красный индикатор, друг, ты что-то не так делаешь, говорит нам. Потом разблокируем и включаем. Вот, то есть полная защита от дурака, так сказать. Вроде все, друзья, показал. Единственное, что еще одна немаловажная деталь. Смотрите, кожух у нас не надо откручивать, там что-то подкручивать. То есть нравится нам так работать, работаем так. Мешает так, ставим вот так на 90 градусов. Не надо так, ставим еще на 90. То есть кожух у нас ходит на 90 градусов. Без всяких ключей, без ничего. То есть где-то так подлезть надо, а где-то надо и так подлезть. Шикарная штуковина. Ребята, покупал я эту штуковину ради, можно так сказать, ради одной цели. Это когда я варю глушитель, люди приезжают и у них от бедности заварен весь полностью глушитель в одно целое. То есть хомуты горят, а им кто-то варит без хомутов. Получается один целый глушитель, надо отрезать, то есть болгаркой большой, ну вернее средней такой маленькой аккумуляторной или сетевой. Я его, конечно, режу, но вверху остается вот такой вот кусочек металла не разрезанного, и туда никак не подлезть. Подлажу либо ножовкой, полотном, либо, не знаю, плазморезом. И вот решил и думаю, может быть вдруг подлезу вот этой вот болгарочкой. Плюс к тому отлично работать будет с пластиком, подрезать где-то какие-то, электрикам будет в помощь короба кабельные, либо просто, как вот я уже делал, монтировать и запиливать плинтуса, допустим. Ну, любой пластик, там, не знаю, деревяшку, не зря же этот у нас диск, так сказать, зубастик лежит в комплекте. Так, все, давайте сейчас, ребята, я разберу, покажу вам внутрянку. Первым делом, конечно же, ребята, снять диск. Блокируем, берем наш шестигранник и откручиваем. Имеется вот такая шайбочка под шестигранник. И снимаем диск. Шестигранник нам больше не нужен. Первым делом откручиваем систему кожуха. Вот смотрите, как это все работает. Там есть такие пупырки, я вижу, и сюда пружинка, походу, с таким типа шарика входит. Ну, давайте открутим. Я уже подготовил отверточку. Смотрите, с чего состоит. То есть здесь у нас шайба. В шайбе есть такой, видите, загнутый зуб. Зуб это является ограничителем кожуха, и он ходит вот в этой вот прорези. Я думаю, видно. В этой прорези и устанавливается вот сюда. Вот в это окошко. Да, видите, здесь у нас есть такие, что-то типа под шарик сделано. И вот ответная часть, вот типа шарика тоже, туда защелкивается. Классно. Так, далее для разборки есть два потайных элемента. То есть любой отверткой, будь то плоской, будь то фигурной. Вот две у нас такие жестянки. Берем их в отверстие и вытягиваем вверх. То есть все просто вытягивается и имеет вид вот такой вот пластинки. Скоба. Таких у нас две штуки. Здесь тоже вытягиваем. Две скобочки. И все. И нам, друзья, нужно открутить 6 винтов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Откручиваю на камеру. Не люблю я, ребята, кто спросит, почему не шуруповертом. Не люблю я крутить такие вещи шуруповертом. Я, во-первых, боюсь скрутить резьбы, что сделать в пластике крайне легко. Ну, во-вторых, как бы привычка, все делать отверткой. Ну, по крайней мере, то, что касается разборки, сборки инструмента. А если касается сборки шуруповертом, то тем более никому особо не рекомендую. Хотя можно шуруповертом выставить усилия и спокойно это делать. Но, как вы знаете, часто получается, что стоит у нас шуруповерт на сверлении, и мы пытаемся что-то там им закрутить. И, по крайней мере, хоть одно гнездо полдвинуто, да, мы сорвем. Поэтому лучше потихонечку, полегонечку, никто никуда нас не гонит. Хотя многие смотрят видео, куда-то спешат. Так, далее нам нужно снять вот этот вот красный фиксатор. Снимается, друзья, он очень просто. То есть просто поддеваем, разгибаем немножко и снимаем.
Не забываем, как разбирали. В обратном порядке будем собирать. И разбираем нашу чудо-машинку. Вот и все наше устройство. Так, смотрите, ребята, что я увидел. Вот видите, черные точки. Это впаяна наша вот эта вот резинка. То есть все шикарно и классно. Не наклеено, а впаяно насквозь. Это уже тоже о чем-то говорит. Ну и вот наш бесщеточный двигатель. Собачка у нас залаяла. И вот такая вот, ребята, плата. Плата основана на каком-то процессоре. И я так понимаю, данный процессор отвечает именно за эти вот защиты от дурака. То есть за блокировку нашей мини-болгарки от каких-то там зажатий. Ну, дальше я не полезу. Там просто стоит кнопочка выключатель, да, и все. Покажу поближе, кому интересно, с чего и как состоит. То есть, смотрите, обратите внимание, что у нас прямая передача без редуктора. Прямая передача. Да, кстати, друзья, забыл совершенно я померить обороты. Давайте собирать в обратном порядке. Я сейчас соберу, и мы продолжим. Так, ребята, собрал я полностью нашу болгарку, еще не включал. Вот первое включение сразу после разборки с вами будет вместе. Все шикарно работает. Значит, что у нас заявлено? У нас на самой болгарке написано тут, по-моему, 20 тысяч оборотов. А в паспорте 19 500. Давайте искать правду. Значит, берем наш лазерный тахометр. Берем нашу отражаечку. И наклеиваем на наш диск. Так, включаем болгарку и включаем и измеряем. Ребята, 17 200 оборотов. Просто супер, то есть очень близко к правде. Тем более, что у нас привод прямой. И тем более, что этим аккумулятором я уже немножко поработал. Так что, в принципе, я бы сказал, что без какого-либо обмана. Но в паспорте 19 500, на машинке 28, в реале 17 200. Ну, 17 400 доходило местами. Как-то так. Осталось нам что сделать? Осталось нам проверить вес. На коробке 700 грамм. Давайте на всякий пожарный. Так. А здесь 650. Берем наши весы и взвешиваем. Так, кстати, вес с аккумулятором, да, и там, и там. Да, с одной батареей. И взвешиваем. 672 грамма. Практически, в принципе, и там правда. Ну что, отлично. Все, ребята, сейчас, значит, мы с вами идем на улицу и что-нибудь там порежем. Пластик, алюминий, металл. Ну и как бы и все. Посмотрим. Покажу я вам, кстати, вот понажимаю, как оно останавливается и само запускается, либо не запускается, как срабатывает защита. Многие в отзывах писали, что машинка как бы им не понравилась, так как она тормозит. Кто-то там писал какой-то уголок, не то пластиковый, не то металлический, там тоненький, резал там 10 минут, и она тормозила. Ну, ребята, не забывайте, что это, видите, сами какой двигатель маленький. И эта машинка не для резки там, не знаю, рельсов, кто покупает. Это небольшая машинка, маленькая. Не забываем, что надо работать нежно и аккуратно. Ну что, ребята, всем привет еще раз. Вчера снимал обзор ночью, а сегодня днем будем с вами тестировать что-нибудь порежем. Значит, тестировать будем на таком вот пластике. Тестировать будем, друзья, на трубе от глушителя, ради которой я, так сказать, и покупал данную болгарочку. И тестировать будем на таком вот алюминиевом профиле с толщиной стенки 1,5 мм. Вот даже есть тут у нас и наклеечка. Ну что, понеслись. Давайте алюминиевый профиль. Опа! Произошла то, что я говорил, защита от дурака. Смотрите, менял диск и забыл фиксатор снять.
Ну, то есть, ребята, вы сами видите, как четко пилит алюминий. Сейчас я покажу сработку защиты, то есть буду прижимать. Значит, первая сработка это у нас, типа мы сделаем, что немножко зажали и сразу сняли нагрузку. То есть, видите, диск сам возвращается и начинает вращение. Сейчас покажу, когда мы зажмем и нагрузку. Допустим, бывают такие ситуации, что нагрузку ну никак этот диск не вырвать. Что у нас произойдет? Все, наша болгарочка отключилась, и у нас мигает красный индикатор. Так, с алюминием, ребята, я думаю, понятно. Давайте резать нашу трубку. Смотрим, что да как. Ну вот, видите, довольно быстро прорезает, не надо никуда спешить, никуда лететь. Все у нас режет, все отлично. Вот, не больше такого расстояния, грубо говоря, мне и придется подрезать глушитель. Вот здесь я пробовал, тестировал. Смотрите, я все сделал по кругу. Недавно, так сказать, тренировался. Сейчас, значит, что сделаем? Ага, сейчас у нас есть, друзья, еще и пластик. Давайте показываю на пластике. Пластик, как видите, вообще быстро режет, четко, без всяких нагрузок. Но, ребята, при этом смотрите, что у нас с болгаркой. Вся она в ужасном состоянии. Так, сейчас поменяем вот диск. Я даже удивился, как он работает. И покажу вам. Итак, снимаем наш диск. И устанавливаем, ребята, шлифовальный. Ух ты! Сильно тоже не жмите, чтобы там что-то не повредить, и не сорвать, и не взорвать. Так, снимаем блокировочку и смотрим, что у нас да как. Шикарная, мощная вещь. Поворачиваем кожух, дабы он нам не мешал. И вперед. Вот, даже прижимал, и то не стало. Смотрите, какая шикарная штуковина получается. Просто удивительно, восхитительно и классно. Значит, ребята, буквально всем рекомендую, кто, конечно, понимает, что это не большая болгарка, не мощная, не киловатт здесь. Вот, сами видели, какой здесь движок, плюс прямой привод. То есть, вот для таких вот целей подрезать где-то такой вот профиль, там, будь то даже стальная труба, как вы видите, пластики, где-то что-то подчистить, подшлифовать. Давайте, кстати, попробуем шлифануть деревяшку. Ну, жалко мне круга, ну ладно. Вот, видали, что делается? То есть, новое дерево. Что угодно, где угодно, подшлифовали, подчистили, подпилили. Машинка, друзья, шикарная. Значит, всем привет хейтерам, которые будут писать и которые писали, так сказать, отзывы на сайте, что она становится. Никому не верьте. Ну, хотя вы, наверное, и мне не поверите, хотя видите все сами своими глазами. Машинку, короче, я рекомендую. Но, друзья, не пишите мне, что я пихаю вам впихиваю разную хрень. Машинка реально классная. Вот. А кто не умеет пользоваться, я уже за того не отвечаю. Ну и плюс, я купил, показал, а вам решать, покупать, не покупать. Опять же, повторяю, машинка просто суперская. Все, ребята, на этом всем пока, всем здоровья, удачи, ну и до новых видео. Еще идет инструмент. Я рассказал тебе всю правду.
Хотите — верьте, хотите — нет.